Женщина нашла в своем доме странного котенка, но с первых секунд было понятно, с ним что-то не так. Слишком большие глаза, странная кожа. Когда она показала его ветеринару, тот побледнел, сразу отступил назад и без объяснений вызвал полицию. И только позже стало ясно, это вовсе не котенок. В то утро женщина по имени Эвелин проснулась от странного звука из комнаты, которую не открывали несколько лет. Звук был тихим, прерывистым, словно кто-то осторожно шевелился среди старых вещей. Решив, что туда забралась бездомная кошка, она взяла метлу и, немного поколебавшись, медленно приоткрыла дверь. Комната выглядела нетронутой. Та же мебель, те же занавески, тот же застывший запах прошлого, будто время здесь остановилось. Пыль лежала тонким слоем, а свет из окна едва освещал углы. В одном из них, на старом комоде, сидело маленькое существо с большими темными глазами, а рядом с ним едва заметно шевелились крошечные детеныши. Сначала это приняли за кошку, но уже через несколько секунд стало ясно, что-то не так. У животного были непропорционально большие глаза, слишком выразительные для обычной кошки. Мордочка казалась короткой и приплюснутой, а по бокам тела тянулись широкие складки кожи, словно мягкий плащ. Когда оно чуть повернулось, стало видно, что эти складки соединяют передние и задние лапы, образуя странную перепонку. Детеныши выглядели еще необычнее, совсем крошечные, слепые, почти без шерсти, они тихо прижимались друг к другу и едва слышно пищали. Их внешний вид мог напугать неподготовленного человека, настолько они отличались от привычных котят. Эвелин не стала рисковать. Она медленно отступила, аккуратно закрыла дверь и позвонила в службу защиты животных. Приехавший специалист сразу насторожился, услышав описание. Осмотрев животное, он сосредоточился именно на деталях: огромные глаза, кожные перепонки, пропорции тела. Его реакция была спокойной, но серьезной. Он объяснил, что это вовсе не кошка, а редкое дикое животное, японская белка-летяга, известная как мусасаби. Эти существа ведут ночной образ жизни, поэтому их глаза такие большие, они позволяют отлично ориентироваться в темноте. А широкие складки кожи – это не аномалия, а особая перепонка, благодаря которой они могут планировать между деревьями, словно скользя по воздуху. Из-за этой особенности их часто принимают за странных или даже инопланетных существ, особенно если увидеть их впервые и в необычной обстановке. Специалист также добавил, что детеныши выглядят непривычно из-за возраста. Они только родились, их зрение еще не развито, а шерсть практически отсутствует. Этот вид находится под защитой, и любые попытки вмешательства запрещены. Животных нельзя трогать, перемещать или беспокоить. Поэтому было принято решение оставить все как есть и просто изолировать комнату до тех пор, пока семья сама не покинет ее. Сначала Эвелин было не по себе от мысли, что в ее доме живут дикие животные. Но со временем она начала замечать, что мать ведет себя спокойно и не проявляет агрессии без причины. Ночью из комнаты доносились тихие звуки, шорохи, едва слышное попискивание. Однажды ей удалось осторожно заглянуть внутрь и увидеть, как мать бережно кормит своих малышей, прижимая их к себе и аккуратно вылизывая. Это выглядело не пугающе, а наоборот, трогательно и спокойно. Постепенно страх сменился интересом. Существо наблюдало за человеком, но без угрозы, скорее с осторожным любопытством. И в какой-то момент стало ясно: перед ней не странный котенок и не опасный зверь, а редкое и удивительное дикое животное, которое просто нашло в ее доме тихое и безопасное место, чтобы вырастить свое потомство.